Здравствуйте, меня зовут Рубен Попян. Сегодня я продолжу разговор, который начал в прошлой своей передаче «Начало». Дошел я до того, что динозавры исчезли. Естественно, они свою работу сделали, зная, не зная, и исчезли. Теперь наступило время заселять Землю разумными существами. Что такое разумное существо? Человек очень эгоистично себя приписал к разумному существу. Самое интересное, без какой-либо конкуренции. То есть человек — это единственное разумное существо. Больше разумных существ нет. Он не говорит, что вы знаете, они есть, но я их не встречал никогда. Я уверен, что я не единственный такой. Он говорит просто, их нет. В основном вот так вот было. Так что описать и рассматривать разумное существо как разумное существо достаточно сложно. Потому что мы будем все это описывать и рассматривать с перспективы человеческого взгляда. То есть абсолютный эгоцентризм. Пришло время заселять Землю разумными существами. Чтобы существо любое стало разумным, оно должно приспособиться к условиям, должно понять необходимость своего существования на определенном своем уровне и развиваться или развивать свой разум в соответствии с развитием места, где он живет, и с окружением, в котором он находится. Все, что я сказал, не давало желаемых результатов. Человекообразное или та модель, которая формировалась со стороны прародителей, она не очень адаптировалась к земляным условиям. Разумное существо на Марсе – это биологическая единица, которая работает по принципам и параметрам Марса. Разумное существо на Земле – это другая биологическая единица, которая должна соответствовать нашим условиям. А эти условия очень разнообразные, они меняются. Земля тоже растет. И в процессе развития начинаются выявлять какие-то отклонения эмоциональные, психические, физиологические. И тут ты видишь, что то разумное существо или то человекообразное, которое ты планировал сделать и создать, не соответствует твоим ожиданиям. Что же делать? Что они делали? Придется уничтожать. И в процессе эволюции была уничтожена не одна цивилизация. На сегодняшний день, когда мы говорим «цивилизация», мы подразумеваем всю планету, потому что она стала маленькой. Мы стали слишком умными. Но 1000 лет назад под понятием «цивилизация» подразумевалось небольшое количество людей. Не забывайте, что всего лишь 2000 лет назад самым большим городом мира был Рим. 1 миллион жителей. То есть это была страна, Рим был страной. И вот такие цивилизации, то есть определенные группы людей или человекообразных, были уничтожены. Есть предположение, что обезьяны, не все, конечно, но определенная часть обезьян – это деградированные люди. Это старое предположение, хотя Дарвин нам объясняет, что это как раз наоборот. Люди произошли из обезьян. Вы сами, пожалуйста, выбирайте теорию, которая вам удобнее. Но предположение, что на определенных территориях Земли просто быть животным намного удобнее, чем сопротивляться природе, это достаточно логично. И ты начинаешь жить по природным условиям, то есть как животные. О чем это говорит? Это нам говорит о том, что еще один пример того, что человек такой, какой он есть, не соответствует земляным условиям, то есть условиям этой планеты. Это искусственно созданная единица.
В противном случае она полностью бы адаптировалась к природе. Так она не адаптируется. Она видоизменяет природу. То есть среду, где она появилась, эта единица видоизменяет, подстраивает под себя. Значит, она не соответствует. Одна цивилизация исчезла, вторая цивилизация исчезла. Эксперименты продолжаются в поисках и нахождении самой оптимальной формы разумного существа на этой планете, которая может дать не только потомство, но идти в гармонии с балансом самой планеты и окружающей ее средой. Так, через определенное количество времени появляется Homo sapiens, или человек, которого мы знаем сегодня. Ну, слава Богу, скажем так, наконец-то. Все должно было бы идти своим правильным путем. Но и тут были отклонения. Отклонения были в чем? Несоответствие физиологического развития, например, ментального, психологического, эмоционального спектра и самой слабой части – это сознание. Самой-самой-самой слабой части и деликатной – это сознание. Давайте посмотрим, как происходило эволюционное развитие сознания человека. Сначала я сидел у костра. Мне было тепло. У меня была жена, дети, брат, сестра и так далее. То есть самые близкие. Это называлось моя нация. Все, что вне ее, возможные враги, агрессоры, которые могут забрать у меня еду и все, что я имею. То есть мое царство было вокруг костра. Эволюция продолжается. Эти костры начинают соединяться вместе, объединяться. Ну, хотя бы, чтобы иметь больше добычу, поделить между собой, чтобы всем было что есть. Так появляются какие-то племена. То есть все, что в племени, это мое или это наше. Все, что вне племени, это возможные агрессоры. После племен деревни, после деревень города, после городов страны. И вот тут мы останавливаемся. То есть мы сейчас находимся в эволюционном периоде, когда моя нация, моя страна, все, что вне ее, это возможный агрессор. Просто формы агрессии очень видоизменились. Если раньше это были лошади, сабли, пистолеты, автоматы, агрессия, то на сегодняшний день эта агрессия приобрела своеобразные, ментальные, деликатные, эмоциональные, психологические, биологические формы. Но агрессия остается агрессией. Обратите внимание, что вы кушаете, что вы пьете, что вы смотрите, что вы дышите, в конце концов. Назвать все это продуктивным, качественным и конструктивным крайне сложно. Даже наоборот. Патологическая деструкция происходит. Вот такая вот наша цивилизация на сегодняшний день. Что же с ней делать? Снова уничтожать? И вот этот вопрос поднялся совершенно недавно. Поднялся у тех же прародителей. Что делать дальше? Каким путем идти? Идти уже вытоптанным путем, уничтожать опять цивилизацию или нет? Об этом я расскажу в моей следующей передаче. Спасибо.